Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики канала. Сегодня у меня необычный видеоролик, так сказать. Наверное, как вам даже объяснить? Ну, бомбануло у меня так от этой игры Battlefield 2042, и я хочу сделать небольшие сравнения с Call of Duty Warzone Pacific. Почему именно с этой игрой? Ну, наверное, скорее всего, потому что разработчики, у них в головах была эта мысль, чтобы конкурировать, чтобы сделать свою игру конкурентоспособной с остальными играми. Ну, я надеюсь, именно так это у них было в головах просто-напросто. И у них это в головах до сих пор остается. Ну, давайте первое, начнем. Первое, что меня больше всего убивает, это контент. Контента здесь практически нет вообще, от слова вообще. Давайте пример возьмем Warzone, да, там есть и контракты, там есть и король, если я не ошибаюсь, то есть ты берешь какой-то определенный контракт, и ты должен найти именно того человека и убить, и тебе за это дают дополнительный опыт. Здесь, в батле, этого нету. Я не знаю почему, ну просто-напросто вот такое ощущение, понимаете? Такое ощущение, как будто ребята просто-напросто нарисовали 6 или 8, как я не помню, сколько там получается карт, добавили туда 10 специалистов, и все. На этом у них фантазии и воображение кончилось. Вот просто реально кончилось. Я не знаю, чем они хотели завлечь таким. Ну, они, наверное, завлекли это только ценой, в смысле. То есть, вот я, грубо говоря, отдал за эту игру, если я не ошибаюсь, я брал, по-моему, Gold-версию. Она стоила 7 тысяч, что ли, или 7,5, что ли, где-то так. Я не помню уже. Вот. И что я, что я получил? Я получил непонятную игру. Просто тупо бегать, ну, ребята, просто тупо бегать мне не интересно. Тупо бегать и стрелять, это я могу скачать какую-нибудь или купить себе какую-нибудь одиночную игру, да, и просто-напросто проходить сюжетную линию. Ту же самую Vanguard, да, в смысле, купить сюжетку и проходить по ней и стрелять также. Вот. Первый минус это то, что вы, ребята, разработчики, сделали ее платной. Вот просто-напросто. А второе, это я говорил, это уже контент. Контент здесь практически отсутствует. То есть здесь нет ничего интересного, чего-либо меня может зацепить, да, вот практически скоро уже будет месяц этой игре, месяц, да, и ребята на данный момент пока еще вообще ничего не завезли. Вообще, давайте вспомним, когда у нас вышла Warzone, да, там было дохрена всего, всякие вот эти вот контракты, что там еще, добычи вот эти вот, то есть в нее реально было интересно играть. То есть, если тебе не хочется просто королевскую битву, просто можешь пойти поиграть, в смысле, в добычу там в какую-то, прокачать там свой скилл, да, или в какое-то возрождение, там, тройки, двойки, четверки, да, то есть, опять же, интересно, это интересно все. Здесь что у нас есть? Здесь вот недавно добавили Санта-Клаусы против эльфов. Ребята, вы серьезно? Вы серьезно? Как я могу убить какой-то карамелькой человека, если он бегает с автоматом? Ну, вы представляете просто в смысле? Ну, вы представляете, ну как это, как я могу в смысле убить человека, у которого есть автомат? Но это то же самое, если, блин, я буду убегать от какого-то животного, который бегает на четырех лапах. Ну как вот я могу от него убежать, да, в смысле, если я бегаю на двух ногах, а он бегает на четырех лапах. Ну это практически то же самое, блин. Как вот это можно так придумать, в смысле? Ну, я не знаю, но это очень глупо, это очень тупо. Это просто вот такое ощущение, как будто разработчики просто над тобой смеются и просто на тебя плюют, да. Вы, у меня вот просто, уважаемые разработчики, если вы меня слышите, да, или увидите этот видеоролик, для чего вообще вы создали эту игру? Для чего? Чтобы вернуть, чтобы играли в нее ветераны? Ну, я не думаю то, что, как сказать, наверное, очень много ветеранов, там, батлы, ну, я надеюсь, что их много, да, вот. Ну, даже и они, я так думаю, то, что просто в эту игру уже не играют. Ну, просто не играют в нее. Вот. А я, как новенький человек,
как новенький, да, вы должны меня чем-то завлечь, вы должны чем-то меня удивить. Почему я, грубо говоря, если я там играю сколько-то там лет, да, там в Warzone в ту же самую, почему я должен перейти на ваш продукт? Ну, чем вы меня должны таким завлечь, чтобы я перешел именно на ваш продукт, и я вкидывал вам деньги именно в ваш продукт? Там всякие скины, всякие оружия, всякие приколюхи, да? Чем? Да, в принципе, ничем. Зачем? Зачем мне тогда покупать вашу игру, если я могу просто бесплатно, в смысле, нажать загрузить в Warzone и просто-напросто в нее играть. И просто-напросто туда вкидывать деньги, да, покупать, ну, как они там называются, я не помню, виртуальную вот эту валюту и просто-напросто покупать всякие скины, всякие на оружие, на людей, на специалистов, на этих. Вот. А здесь что? Здесь у вас нет ничего. Вы даже на начальном этапе, да, просто-напросто вы добавили всего 22 вида оружия. Ну, ребята, это смешно. Это просто-напросто смешно. Ну, как можно в эту игру играть? Вспомните, вспомните просто-напросто, когда выходила Warzone, сколько там было видов оружия. Ну, это в районе 50-60 видов оружия было. А здесь всего 22. Два пистолета, 3 ППшки, 4 штурмовые винтовки, 4 ручных пулемета, 3 винтовки, там 2 какие-то универсальные. Я не понимаю, что за универсальное это оружие такое. Ну, как по мне, я же там не глупый человек, я вижу то, что это просто чисто дробовики. Вот. Ну, это реально просто чисто... Почему не написать вам дробовики? Почему это какое-то универсальное оружие? Я не знаю, друзья, вот просто-напросто, вот я говорю, я вчера вот сколько, наверное, на стриме 2 часа был, из этих 2 часов хорошо, если я приблизительно час в эту игру играл. В основном я там с ребятами общались мы по поводу всех игр, по поводу всего. Вот, да, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать стримы. Также пишите комментарии, оставьте лайки. Вот. Пишите также, что вы думаете по поводу этой игры. Нравится она вам, не нравится. Ну, ваше мнение я тоже хочу услышать. Мне тоже как бы интересно ваше мнение. А это я чисто вот свое, чисто сугубо личное мнение говорю, то что, ну вот, отличие, так сказать, Battlefield от Warzone. Первое, это вот я еще раз повторюсь, это цена. То, что Warzone, она бесплатная и до сих пор остается бесплатной. И разработчики усовершенствуют ее, добавляют новые карты, всякие скины на пистолеты, на автоматы. То есть, ну, много всего контента есть. В Battlefield этого нету. Они вот добавили там карту на 64 вроде человека. Ну, я вчера поиграл, но, опять же, мне не интересно это играть. Но мне не интересно просто тупо бегать и шмалять. Ну, вот просто тупо бегать и шмалять мне не интересно. Мне интересен сам процесс. То есть я хочу, грубо говоря, там пострелять, побегать. Ага, вот это вот собрал, больше, значит, я прокачаю своего персонажа, вот просто-напросто. Или я вот это сейчас сделаю, какой-то там контракт соберу, вот это вот сделаю, ага, мне вот там, грубо говоря, там, я не знаю, там, новый скин на оружие дадут просто-напросто, да. Вот это сделаю, мне там новый скин дадут на что-то это. Ну, вот этим надо заманивать новичков. Вот этим просто-напросто. А то, что вот как-то вы вот это вот криво всрато сделали, блин, ну это реально, ну это неинтересно. Это вот реально неинтересно. Вот, ребята, да, вот, наверное, буду заканчивать с видео. Последнее, что я хочу сказать, это то, что я не помню, какого числа выходит первый сезон в Battlefield. Если я не ошибаюсь, это либо 21, либо 22 января. Вот. Ну, ребятам здесь очень-очень-очень сильно надо постараться, чтобы реально не обосраться. Они, то есть, должны сюда будут, как к первому сезону, просто-напросто сюда влить нереально годного контента. Это и скины, это и оружие, это и карты какие-то новые, переработанные. То есть, ну, надо влить всего много, чтобы мне захотелось играть в нее. Пока мне не интересно в эту игру играть. Я надеюсь, друзья, вы досмотрели этот ролик до конца. Вы послушали мое негодование. Что вы думаете?
по поводу этого ролика, что вы думаете вообще про Battlefield, есть ли у нее будущее, или она загнется где-то, грубо говоря, через полгодика, да даже, наверное, не через полгодика, вот я лично сам, мое мнение, я этой игре даю ровно месяц, вот реально. А если разработчики не, так сказать, не закинут сюда много-много контента, эта игра в феврале месяце, ну, не в феврале, в марте уже помрет. То есть, ну вот просто-напросто она умрет, эта игра. Так что вот такое мое мнение, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре. Будет ли она жить, будет ли она конкурентоспособная или нету. Всем спасибо за внимание. Всем пока.